Добрый день, меня зовут Екатерина Акимова, я профессиональный коуч, и сегодня я хочу поговорить с вами на одну очень важную тему, которая затрагивает многих людей в наше время – это эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание может коснуться каждого из нас, будь то на работе, дома или в наших увлечениях. Это состояние, которое не просто снижает нашу продуктивность, но также влияет на наше здоровье и общее самочувствие. Цель сегодняшней лекции – помочь вам понять, что такое эмоциональное выгорание, какие у него причины, симптомы и, естественно, как с ним справиться. И в конце лекции мы выполним с вами одно простое упражнение, которое поможет оценить ваше состояние сейчас. И давайте начнем. Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмоционального и психологического истощения, которое вызвано длительным стрессом или чрезмерными рабочими нагрузками. Термин «эмоциональное выгорание» впервые был введен в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером, который описал его как состояние истощения, которое сопровождается снижением мотивации и производительности. Изначально он использовал этот термин для описания того, что происходит с людьми из помогающих профессий. Именно они сталкивались с длительным и чрезмерным стрессом. И поэтому эмоциональное выгорание можно рассматривать как защиту организма от стресса. К сожалению, тема эмоционального выгорания с каждым годом становится все более серьезной и актуальной. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, проведенному в 2023 году, 45% россиян когда-либо сталкивались с выгоранием. 15% находятся в этом состоянии сейчас. Это на момент исследования. Но другое исследование проводила американская компания по страхованию семейной жизни. Она проводила исследования в период с августа по сентябрь 2022 года и обнаружила, что большинство работников США испытывают выгорание. Вы видите на слайдах, 36% оценили свой уровень выгорания как умеренный, 15% как высокий и 8% как очень высокий. Изучить исследование вы можете по ссылкам в презентации. С 2022 года Всемирная организация здравоохранения официально включила выгорание в международную классификацию болезней как профессиональный феномен, влияющий на здоровье. ВОЗ подчеркивает, что выгорание относится именно к явлениям, связанным с профессиональной деятельностью, и не должно применяться для описания переживаний в других сферах жизни. И давайте теперь поговорим, кто чаще всего подвержен эмоциональному выгоранию. Важно понимать, что эмоциональное выгорание может затронуть любого человека, но есть определенный тип людей, которые более подвержены этому риску. Итак, давайте начнем. Склонны к перфекционизму. Если вы всегда стремитесь к идеалу, стараетесь сделать все на высшем уровне и никогда не удовлетворяетесь достигнутым, то вы находитесь в зоне риска. Перфекционисты часто устанавливают для себя нереально высокие стандарты и сильно переживают, если они не могут их достичь. Еще одна группа – это люди, которые не умеют делегировать. Им сложно передать часть своих обязанностей другим, поэтому они берут на себя слишком много работы. Часто это связано с убеждением, что другие не сделают так же хорошо, как они. Думаю, что многим из нас это знакомо. Те, кто плохо организует свою деятельность, также находятся в зоне риска. Неумение организовывать свое время приводит к тому, что человек постоянно ощущает себя перегруженным. Также люди с низкой мотивацией, особенно те, кто работают ради чужих целей, а не своих собственных, тоже часто испытывают эмоциональное выгорание. Если вы не чувствуете, что ваша работа имеет смысл и не видите в ней какой-то своей личной ценности, то очень легко потерять интерес и мотивацию. Это тоже ведет к выгоранию. Ну и, наконец, те, кто имеет завышенное ожидание и мотивацию, также подвержены выгоранию. Когда вы постоянно ставите перед собой высокие и большие цели и стремитесь к ним без отдыха, легко перетрудиться и перегореть. Причем завышенные ожидания могут быть как от себя, так и от окружающих. Итак, понимание того, кто находится в зоне риска, поможет вам проанализировать себя и свои действия и предпринять меры для предотвращения выгорания. Теперь давайте поговорим о причинах эмоционального выгорания. Мы все понимаем, что это состояние не появляется из ниоткуда. Есть несколько ключевых факторов, которые приводят к этому состоянию. Давайте в них разбираться. Высокая нагрузка и жесткие дедлайны. Представьте, что на работе вы постоянно находитесь под давлением. Сроки горят, задачи наваливаются, и вам со всем с этим нужно справиться.
Этот постоянный стресс – один из главных виновников эмоционального выгорания. Когда мы постоянно работаем на пределе своих возможностей, организм просто не успевает отдохнуть и восстановиться, что ведет к выгоранию. Еще одна причина выгорания – это когда работа занимает все наше время и силы, и на личную жизнь ничего не остается. Мы все знаем, что нужно находить время на себя, на близких, на друзей, но проще сказать, чем это сделать. Еще один фактор – это недостаток поддержки и признания. Когда мы чувствуем, что наши усилия остаются незамеченными, это демотивирует нас и истощает эмоционально. Вы вкладываете душу в свою работу, стараетесь, но не получаете признания ни от коллег, ни от руководства. Более того, дома тоже могут не всегда понимать или поддерживать вас. В итоге вы начинаете чувствовать себя никому не нужным, переживать из-за этого, и это очень сильно бьет по эмоциональному состоянию. Следующая причина – это когда вы чувствуете, что не можете контролировать или влиять на свою ситуацию. Это также может привести к выгоранию. Беспомощность и ощущение, что вы не можете контролировать ситуацию, сильно подрывают мотивацию и, соответственно, эмоциональное состояние. Следующий пункт – это жизнь в условиях высокой неопределенности или хаоса. Когда задачи и приоритеты постоянно меняются, а ясности нет, это вызывает постоянное напряжение и стресс. Непредсказуемость и отсутствие структуры делают нашу жизнь более сложной и утомительной. Некоторые люди чувствуют себя истощенными из-за постоянного общения. Если вы вынуждены по многу общаться с другими людьми, это тоже может вести к выгоранию, особенно в тех случаях, если вы интроверт или вы просто нуждаетесь в большем количестве времени для восстановления. Итак, мы разобрали основные, но не все причины эмоционального выгорания. Давайте двигаться дальше. Теперь давайте рассмотрим основные симптомы эмоционального выгорания. Это важно, потому что многие из нас могут не осознавать, что уже находится на пути к выгоранию. Условно мы их поделим на 3 типа. На физическом уровне, то есть на уровне тела, выгорание проявляется в виде чувства усталости, постоянного отсутствия энергии, может наблюдаться нарушение сна, плохой аппетит, головные боли, проблемы с ЖКТ. Также происходит ослабление иммунной системы, то есть мы начинаем чаще болеть. На физическом уровне человек чувствует себя уставшим, утром сложно встать с постели, даже выходные не приносят облегчения и восстановления. И есть постоянное ощущение, что силы на исходе. Также происходит эмоциональное истощение, которое проявляется как неуверенность в себе, повышенная тревожность, постоянное напряжение, потеря мотивации, отсутствие смыслов и пересмотра ценностей и пессимистичное настроение и апатия. Человек с выгоранием может стать циничным по отношению к людям и к своей деятельности, видеть все в негативном свете. Начинает сомневаться в своих способностях, теряет интерес к тому, что раньше приносило удовольствие, даже может начать чувствовать, что все усилия бессмысленны. На уровне поведения симптомы выгорания проявляются в виде избегания общения, снижения производительности и концентрации, увеличения отвлечений и прокрастинация, раздражительность, срывы на близких и коллег, также заедание стресса, употребление алкоголя и наркотических веществ. То есть на поведенческом уровне человек начинает меньше общаться, результаты на работе ухудшаются, важные дела начинают откладываться на завтра. Раздражительность и вспышки гнева становятся частыми, человек начинает срываться на своих близких. Стрессовые ситуации все чаще приводят к тому, что человек ищет спасения в еде, алкоголе и даже в наркотиках. Эти симптомы могут быть пугающими, но важно помнить, что осознание проблемы – это первый шаг к ее решению. Если вы узнали себя хотя бы в нескольких из этих симптомов, то пора задуматься о своем эмоциональном состоянии. Теперь давайте поговорим о том, как развивается эмоциональное выгорание. Это не случается внезапно. Этот процесс проходит несколько этапов. Понимание этих этапов поможет вам выявить выгорание и принять меры до того, как это станет серьезной проблемой. Все начинается с энтузиазма и высоких ожиданий. На этом этапе вы полны энергии и желания работать. У вас много идей, и вы готовы трудиться с утра до ночи. Это типично для новой работы, нового проекта и даже хобби. Например, вы начинаете новый проект и чувствуете невероятный прилив сил. В этот момент кажется,
что у вас все получится. Вы готовы работать круглосуточно, чтобы достичь цели. Постепенно энтузиазм начинает угасать. Значит, мы с вами пришли на второй этап. Вы замечаете, что задачи становятся рутинными, и мотивация снижается. Вы уже не чувствуете того подъема, который был в начале. Начинается рутина, и задачи, которые ранее казались вам захватывающими, теперь выглядят скучно и однообразно. Вы все чаще ловите себя на мысли, что работа не приносит того удовлетворения, которое было раньше. Вам скучно, неинтересно, нет удовольствия, но вы продолжаете работать. Если на этом этапе не принять мер, наступает третий этап – хроническая усталость. Вы чувствуете себя постоянно уставшим, раздражаетесь по мелочам. На этом этапе могут проявиться первые физические симптомы, такие как головная боль или нарушение сна. Постоянная усталость становится вашим спутником. Даже после выходных или отпуска вы не чувствуете себя отдохнувшим. Мелочи, на которые вы раньше не обращали внимания, начинают сильно раздражать. Далее наступает этап апатии и цинизма. Вы теряете интерес к работе, к коллегам и даже к себе. Появляются мысли, что работа бессмысленна и ничто не может вас порадовать. Вы замечаете, что теряете интерес даже к тому, что раньше очень любили. Возникает ощущение, что в ваших действиях, в усилиях, которых вы прикладываете, нет смысла. Если и здесь не предпринимать никаких действий, наступает полное эмоциональное истощение. Это уже серьезное состояние, которое может привести к депрессии. На этом этапе уже может потребоваться помощь специалиста, который поможет восстановиться. На данном этапе кажется, что даже маленькая задача становится непосильной. Вы можете ощутить, как депрессия и чувство безысходности захватывают вас. В этот момент крайне важно обратиться за профессиональной помощью. Эти этапы показывают, как постепенно развивается эмоциональное выгорание. Важно вовремя замечать первые признаки и предпринимать меры, чтобы не допустить серьезных последствий. Как понять, есть ли у вас эмоциональное выгорание? Понаблюдайте за собой, проанализируйте свои эмоции, чувства, поведение. Оцените свое самочувствие. Посмотрите на симптомы выгорания на слайде. Есть ли что-то из этого списка у вас? Как много пунктов? Также, чтобы лучше понять свое состояние, я подготовила для вас список вопросов. Они представлены на следующем слайде. Вы можете поставить видео на паузу и ответить на эти вопросы сейчас или вернуться к ним позже. Если вы ответили «да» на большинство этих вопросов, возможно, у вас эмоциональное выгорание. Важно не игнорировать симптомы и принять первые шаги для улучшения состояния. Есть несколько методов, которые помогут восстановиться и предотвратить повторное выгорание, особенно на ранних стадиях. Первый шаг – это понять, что конкретно вызывает у вас стресс. Это может быть перегрузка на работе, проблемы в личной жизни и даже внутренние страхи и сомнения. Ведите дневник, чтобы отслеживать моменты, когда вы чувствуете себя особенно напряженным. Это поможет вам выявить основные источники стресса. Если на протяжении нескольких недель или месяцев выписывать свои мысли, чувства, эмоции в дневник, то спустя время вы можете вернуться и перечитать то, что вы писали, и, возможно, вы найдете те триггеры, которые вас выводят из равновесия. Следующая рекомендация – это научиться говорить «нет» и не брать на себя больше, чем вы можете вынести. Установите четкие границы между работой и личной жизнью. Например, не проверяйте рабочие письма после определенного времени или отключите рабочие уведомления и чаты, когда вы находитесь дома. Включите в свою жизнь техники управления стрессом. Вы все с ними прекрасно знакомы. Это медитация, йога, глубокое дыхание. Они помогут лучше справляться с напряженными ситуациями и улучшат вашу концентрацию. Также не бойтесь обращаться за поддержкой к семье, друзьям, коллегам. Разговоры с близкими могут существенно снизить уровень стресса. Физическая активность также играет очень важную роль. Не обязательно для этого упахиваться в тренажерном зале. Здесь важна регулярность, и чтобы вы получали удовольствие от этого, а не страдали. Даже небольшая регулярная физическая активность помогает не только физически, но и психологически. У вас улучшится настроение и повысится устойчивость к стрессу. Также важно позаботиться о себе. Делайте то, что вам нравится, то, что вам приятно. Может быть, это побыть в одиночестве, выехать на природу, сходить на массаж или спа-процедуры. Побалуйте себя чем-то. Также стоит восстановить баланс между работой и личной жизнью. Найдите время на хобби и занятия, которые приносят вам радость. Планируйте выходные и отпуска, чтобы действительно отдохнуть. Помните, что отдых – это не роскошь, а необходимость для поддержания вашего здоровья и эффективности. Эти методы особенно эффективны на ранних стадиях выгорания.
Но если вы заметили, что выгорание стало существенно влиять на вашу жизнь, нужно обратиться за профессиональной помощью. Можно обратиться к коучу или психологу. Коуч поможет вам разобраться с причинами выгорания, разработать план действий и поддерживать вас на пути к восстановлению. К коучу можно обратиться на первых стадиях выгорания. Если вы чувствуете первые признаки депрессии и сильного эмоционального истощения, в этом случае лучше обратиться к психологу или к психотерапевту. Они помогут вам глубже разобраться в своих эмоциях и найти пути из сложной ситуации. Многие думают, что забота о себе – это эгоизм, но на самом деле это необходимое условие для счастливой и полноценной жизни. Так как я профессиональный коуч, давайте обсудим, какую роль играет коучинг в управлении и предотвращении эмоционального выгорания. Коучинг – это мощный инструмент, который помогает людям лучше понимать себя, свои цели и как справляться с трудностями на пути к достижению целей. Коучинг предлагает индивидуальный подход к каждому человеку. Он помогает определить и устранить причины стресса, разработать эффективные методы управления временем и задачами. Также он помогает расставлять приоритеты и устанавливать личные границы. Развивает мышление, повышает эмоциональную устойчивость, помогает найти мотивацию и вернуть интерес к работе. Коучинг – это не только о решении текущих проблем. На коуч-сессиях вы развиваете свое мышление, получаете новые навыки, получаете новые знания о себе, которые помогут вам в будущем предотвратить выгорание и совершать новые действия, которые ведут к более позитивным и более эффективным результатам. Если вам будет интересно, вы можете скачать презентацию и посмотреть на слайдах примеры из моей практики, когда клиентам помог коучинг при выгорании. Ну а мы с вами подошли к завершению нашей лекции. Давайте подведем итоги и после этого проведем небольшое упражнение. Итак, ключевые моменты сегодняшней встречи. Эмоциональное выгорание – это серьезное состояние физического, эмоционального и умственного истощения. К основным признакам выгорания можно отнести хроническую усталость, потерю мотивации, снижение концентрации и производительности, ухудшение настроения, раздражительность. Выгорание возникает из-за постоянного стресса, недостатка поддержки и внимания, нарушения баланса между работой и личной жизнью. Чтобы справиться с выгоранием, нужно определить источники стресса, научиться расставлять приоритеты и управлять своим временем, научиться отдыхать, заботиться о себе. Включить физическую активность, медитацию, йогу, глубокое дыхание. В случаях, когда вы не можете справиться самостоятельно с эмоциональным выгоранием, на ранних стадиях лучше обратиться к коучу, на поздних к психологу. На этом теоретическая часть подошла к концу, и чтобы завершить эту лекцию, давайте выполним упражнение, которое поможет вам лучше понять свое текущее состояние через визуализацию и саморефлексию. Это первый, но важный шаг для осознания своих чувств и принятия мер по улучшению своего состояния. Для начала найдите тихое и удобное место, где вы сможете посидеть несколько минут спокойно. Убедитесь, что вас никто и ничто не будет отвлекать. Вы можете поставить видео на паузу, и как будете готовы, начнем. Я отключу свое видео и буду голосом сопровождать вас в этой небольшой медитации. И давайте начнем. Сядьте удобно. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется с каждым выдохом. Позвольте себе полностью погрузиться в это состояние спокойствия. Теперь представьте свое внутреннее состояние в виде какого-либо образа. Это может быть место, объект, погодное явление или что-то другое, что приходит вам на ум. Не торопитесь. Дайте себе время полностью увидеть и ощутить этот образ. Обратите внимание на детали вашей картинки. Какие цвета, формы, текстуры присутствуют. Какие звуки вы слышите?
Какие чувства вы испытываете в этом месте? Позвольте себе несколько минут, чтобы полностью исследовать и прочувствовать этот образ. Теперь сфокусируйтесь на одной конкретной детали вашей визуализации, которая кажется вам наиболее значимой или выделяющейся. Подумайте, что эта деталь может символизировать в вашей жизни, как она связана с вашим текущим состоянием или ситуацией. Медленно откройте глаза и возьмите лист бумаги и ручку. Опишите образ, который вы представили, выделенную деталь и ее возможное значение. Подумайте о том, что это упражнение может рассказать вам о вашем текущем состоянии и как вы можете использовать эти инсайты для улучшения своей жизни. Надеюсь, вам понравилось упражнение и было полезным для вас. В этом упражнении мы использовали визуализацию и саморефлексию. Это одни из инструментов в коучинге. Они помогают осознать свои чувства и найти пути решения сложившейся ситуации. Также в конце лекции я хочу предложить вам подумать, что вы сегодня узнали о себе, о своей ситуации. Если захочется, можете поделиться своими мыслями в комментариях. На этом я завершаю нашу лекцию и благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментарии.